которые были заложены сюда, в обыкновенный, в общем-то, дом. Вот если ты видишь, у нас все, весь металл и рельсы в осколках, вон, смотри, какие погнутые. Здесь был адский огонь. То есть и вот эти металлические перекрытия, это да. то, что позволило стенам стоять. Да, особенно вот эти продольные стены и так далее. Штаб находился у нас в подвале, и в таких вот, если вы посмотрите, там достаточно мало места, и в таких суровых условиях, Ну, то есть в полный рост, полный рост там не встать, нет. невозможно. И в таких суровых условиях люди жили, воевали, сражались полтора месяца. Ну, штаб, представляешь, вся штабная работа, управление, разведка, наблюдение, все это происходило в таких вот условиях. И это зима. И фактически единственная сторона, в которой не происходил обстрел, была та сторона со стороны Волги. Со стороны Волги, да, Всё совершенно остальное верно. здесь везде Отсюда происходил обстрел и вот отсюда. Потому что там... Мы находимся на острове Людникова, так называемом острове Людникова. На самом деле это не остров, это клочок земли Волгоградской, Сталинградской, которую обороняла 138-я стрелковая дивизия полковника Людникова. Она была переправлена с Заячьего острова через Волгу для того, чтобы нейтрализовать атаку немцев во время второго штурма Сталинграда. То есть позиционно немцы были с той стороны. Волга с этой проходит стороны. сзади нас, вот так вот, до нее буквально метров 150. Это самый правый край обороны, это на командный пункт дивизии, здесь был штаб Людникова. А что было до? Это был дом директора завода «Баррикады». Завода «Баррикады» расположены вот перед нами, вот так вот вдоль Волги. Их они достаточно долго наши обороняли и успешно, потому что там достаточно сильные стены, крепкие строения, и не так легко было взять. После бомбежки, естественно, там труднопроходимые эти Ну, понятно, там завалы. завалы, да. Всё, И вот попало. это и получается, что перед дивизией Людникова, собственно, было такое вот небольшое, естественно, скажем. А почему помощь. остров, Слав? Он, потому что это очень маленький клочок земли, и сзади огорожен обрывом, мы посмотрим потом, высоким обрывом Волги. Вот если вы туда посмотрим, вот за этим полем уже обрыв. Обрыв очень метров 20-50, вот ориентировочно так. Вот это самый правый край обороны, и туда налево 1 километр. На этом участке, ну он немножко неровной форме, мы потом посмотрим, есть схема обороны этой дивизии. Дивизия оборонялась 1,5 месяца. Орловка, южнее Орловки выбила. Вот здесь вот нет, вот здесь вот все. И южнее до центра, соответственно, тоже были немцы. До панорамы, которую мы там поедем. Слав, а вот этот подковы, это что за... Минометы, наверное. Ну, С артиллерией? Ну, артиллерия, имеется в виду, так обозначается, я думаю, просто фронт. Ну, где немцы стоят. А, какие подковы? Ну вот, я так понимаю, это какие-то артиллерийские позиции, что Ну ли, да, наверное, это минометные позиции артиллерийские, да. Вот видишь, у нас там То есть, минометные. что показать, но у нас одна... 1,5 месяца. У нас одна, 1,5 да? месяца. Маленькая, вот тут тут вот удивляет всё. сколько. Смотрите, сколько здесь крови. Ну вот, ну пойдем сюда дальше. Вот там, где я сейчас стою, за мной Волга, и за мной находится обрыв, то есть высокий берег. Тот берег существенно ниже. И это, по сути, был тот предел, к которому прижали всех тех, кто оборонялся с той стороны. За моей спиной находится бронекатер БК-13. Он сохранился полностью именно таким, каким был во время войны. Было два разных проекта. Мы наблюдаем ранний проект. Совершенно плоское дно, потому что это речной военный транспорт. Сверху
Видно башни под зенитное орудие. Впереди стоит танковая башня. Эти корабли во время Сталинградской битвы прежде всего занимались десантированием, разведкой, обеспечивали артподготовку. И это оригинальная машина. Мы находимся на месте самого знаменитого, наверное, места Волгограда. Это оборона 62-й армии Центрального района. Центральная часть города. Центральная часть города. Здесь никогда, вот этот участок никогда не был захвачен врагами. Никогда. Здесь был штаб Чуйкова. Волга у нас проходит В той стороне. в той стороне. Вермахт и немцы выступали. Оттуда прижимая С той наши стороны, части ага. к Волге, к воде. Там река Царица находится. Вот там вот центральный вокзал находится там. Слав, а расскажи, что здесь сейчас в мемориале находится? Вот это мельница. Вот это мельница Герхарда. Это немецкий промышленник. Она была построена здесь Немцами. им. После этого была приватизирована. То есть она Вот. была построена Да, немцами, это- и да. после этого она же послужила Совершенно верно. опорным пунктом Совершенно во верно. время войны. Против немцев. Ниже было депо. Вот это дом, знаменитый дом Павлова. Рядом стоит, я немножко увидел, от мельницы к дому Павлова были проделаны коммуникации для того, чтобы была возможность его делать. Он имел стратегическое значение, потому что перед ним было достаточно пустое пространство. Да. У нас там памятник. И он как раз адресный план. А вон, а что, вы изгой снимали? Или судой. Судой, правильно? Фильм-то интереснее. Ну я что-то не видел. Мы же не знаем, что Слав, как его содержали. Ну да. Я думаю, что его разнесло. Какая сила, да, должна даже не против, а просто расколоть, да? Чтобы трещина аж пошли. Прям ну и башня, скорее всего, улетела. Вот, да не буду. Витя, а сколько у него борт был? 45 миллиметров. Ну вообще так вот, я думаю, что даже сбоку не просто было двигаться, повозить. Вот она, сталь. Сталь. Как после этого верить в фильм «Железный человек»? Вот как?